привет! С вами снова канал Напряги извилины. И сегодня у нас 5 очередных загадок. Ну что, приступим. Здесь на картинке вы видите пингвинов. У каждого свой номер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вопрос такой, задача такая. Расставьте пингвинов так, чтобы сумма чисел, проставленных на пингвинах во всех указанных рядах, составляла 12. Ряды такие. Это ряд, это ряд, это ряд, это ряд и это ряд. Можно поставить видео на паузу, подумать. Мы пока что переходим к загадке номер 2. Условия загадки следующие. Имеется квадратный пруд, по берегам которого растет 4 дерева. Вот он пруд, вот они деревья. Со временем пруд понадобилось расширить, увеличив его в 2 раза и сохранив при этом его квадратную форму. Каким образом можно расширить пруд, чтобы деревья остались невредимыми и, как и прежде, оставались расти по берегам пруда? Вот такая вот загадка. Можете поставить видео на паузу, подумать. Пишите свои варианты ответов в комментариях. А мы переходим к третьей загадке. Это циферблат часов. И задача такая. Разделите циферблат на 6 произвольных частей так, чтобы сумма цифр, находящихся внутри любой части, была одинаковой. То есть надо как-то циферблат разделить, чтобы сумма цифр была одинаковой, но не сказано какой. Четвертая загадка. Условия загадки следующие. Женщина находится в своем гостиничном номере, когда вдруг раздается стук в дверь. Она открывает дверь и на пороге видит незнакомца. Неизвестный мужчина смотрит на нее и говорит: «Извините, я ошибся. Я подумал, что это мой номер». Мужчина уходит, вызывает лифт и уезжает. Женщина возвращается в свою комнату и сразу сообщает об этом странном мужчине службе безопасности отеля по телефону. И вопрос такой: в чем причина ее подозрений? В чем же она, почему ей показался мужчина этот странный, и она сообщила охране? И пятая загадка. В пятой загадке следующая ситуация. Вас похитили и заперли в комнате, оставив только гамбургер и ведро. Вот он гамбургер, вот оно ведро. Ваши похитители в данный момент спят, и у вас есть замечательная возможность сбежать. Перед вами 4 двери, каждая из которых может вывести вас на свободу. Но за каждой дверью сначала вас ждет смертельная опасность. За первой дверью пожар. За первой дверью пожар. Вы без труда могли бы с ним справиться с помощью огнетушителя, но, к сожалению, у вас его нет. В противном случае, войдя в эту комнату, вы сгорите. За второй дверью вас ждет дикое племя, которое убивает всех, кто войдет к ним. Это представитель этого племени за этой дверью. За третьей дверью скрывается злое животное. Вот он, злой медведь. А за четвертой огромный водоем с голодными крокодилами. Какую дверь вам выбрать, чтобы спастись? Каким образом спастись можно? Какую дверь нам нужно выбрать? Вот такие загадки.
Можете поставить видео на паузу, подумать. Обязательно пишите свои варианты ответов в комментариях. Ну а мы переходим непосредственно к ответам. Итак, первая загадка. Нужно расставить пингвинов так, чтобы сумма чисел, проставленных на пингвинах во всех указанных рядах, составляла 12. Ну и ответ на эту загадку здесь. То есть, по сути, нужно было просто пингвина номер 1, который стоял здесь, поменять местами с пингвином номер 7. Да, вот 7, который стоял здесь. Ну и тогда у нас получается, да, в этом ряду 12, в этом ряду 12, также здесь 12, и здесь сумма чисел 12, и здесь сумма чисел 12. Вот так вот просто это было. Так, ну и вторая загадка. Имеется квадратный пруд, по берегам которого растет 4 дерева. Со временем пруд понадобилось расширить, увеличив его в 2 раза и сохранив при этом его квадратную форму. Каким образом можно расширить пруд, чтобы деревья остались невредимыми и, как и прежде, оставались расти по берегам пруда? И ответ на эту загадку здесь. То есть, надо было использовать пространство между деревьями со всех сторон. Ну и таким образом пруд у нас так и остался квадратным, да, и деревья также не тронуты, растут на берегу. И третья загадка. Разделить циферблат на 6 произвольных частей так, чтобы сумма цифр, находящихся внутри любой части, была одинаковой. Ну и вот здесь синими линиями разделили циферблат. 1, 2, 3, 4, 5, 6 частей. Ну и как мы видим, сумма цифр одинаковая, равняется 13. Да? 12 плюс 1 – 13, 11 плюс 2 – 13, 10 плюс 3 – 13, 9 плюс 4 – 13, 8 плюс 5 также равняется 13, ну и 7 плюс 6 тоже 13. Мы переходим к следующей загадке про женщину и незнакомца в отеле. Женщина находится в своем гостиничном номере, когда вдруг раздается стук в дверь. Она открывает дверь и на пороге видит незнакомца. Неизвестный мужчина смотрит на нее и говорит: «Извините, я ошибся, я подумал, что это мой номер». Мужчина уходит, вызывает лифт и уезжает. Женщина возвращается в свою комнату и сообщает об этом странном мужчине службе безопасности отеля. В чем же ее подозрение? Почему этот мужчина показался странным? Женщина смекнула. Мужчина сказал, что он ошибся дверью, подумал, что это его номер. Но он же постучал в дверь. Если бы этот незнакомец думал, что это его номер, то он бы не стал стучать в дверь, а просто бы открыл и зашел. Таким образом, воры проверяют, есть ли кто-то в номере или нет. А женщина на это сразу же обратила внимание и сообщила охране. Так, пятая загадка. Напомню условия. Вас похитили и заперли в комнате, оставив только гамбургер и ведро. Ваши похитители в данный момент спят, и у вас есть замечательная возможность сбежать. Перед вами 4 двери, каждая из которых может вывести вас на свободу. Но за каждой дверью смертельная опасность. Да? За первой дверью пожар, за второй дверью дикое племя, за третьей злой дикий зверь, и за четвертой плавают крокодилы. Ну, как же в данном случае действовать? Для того, чтобы выбраться на свободу, вам необходимо применить смекалку.
Сначала нужно отвлечь крокодилов гамбургером, то есть кинуть им гамбургер, пока они борются за добычу. Вы берете ведро, набираете воды, а затем тушите пожар за первой дверью и выбираетесь на свободу. Вот так вот нужно было поступить. Ну а на сегодня это все. Обязательно пишите свои варианты ответа в комментариях, ставьте лайк этому видео. Ну и кто еще не подписался на канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте колокольчик. Всем большое спасибо, до новых встреч, пока-пока.